У нас, точнее, перед вами вот эта статуэтка, чуть приближу, скорбящая называется. Видите, она сидит прям на чем? На На памятнике памятнике, могильном. да, могильном памятнике, на гробовом памятнике и скорбит. Ну и понятно, что по теме э, стола и по теме прямого эфира мы сегодня будем продолжать с вами истории э, о Мире мертвом мертвых. мире, да, ну, по-другому, загробной жизни. Я просто очень много снимала, и буквально, по-моему, прошлым летом, да, у нас прям огромный прямой эфир был целый, почти 3 часа у нас было. Все о мире мертвом или все о мире духов, что-то Мгм. как-то называется. Я очень так много внимания этому уделяю, потому что мы живем в том мире, где смерти боятся, да, по сути. Но я хочу вам сказать, что единственная вещь, которая нас стимулирует делать больше, чем мы сейчас делаем, это как раз осознание того, что мы смертные, что наша жизнь короткая, она не вечная, и мы не можем откладывать то, что должны делать сегодня. Я надеюсь, так слышно меня. Я чуть Да, поближе конечно. сделаю, чтобы вот интереснее. У нас сейчас маленький дождь пошел, таинственный, как раз к теме. Друзья мои, все люди, вот вы все, я думаю, что каждый человек, когда идет по кладбищу, нет ощущения омерзения, там, какого-то отторжения, наоборот. Во-первых, какой-то интерес, всматриваешься в памятники, в лица людей, думаешь, каждый человек чем-то занимался, что-то делал, ну, как он ушел, как он жил, интересно. Это же были живые люди, как мы с вами. И второй момент – ощущение спокойствия, покоя. Потому что мы понимаем, что конец всему – это все же… Что, Ян, хочешь поставить? Да, там Давай такое. ставь. Вот так. Я поставлю сейчас. Да. Что конец всему все-таки это могила, тлен. И поэтому нужно сейчас жить здесь, и завтра может этого не быть. Так что мир мертвых я рекомендую всем, кто хочет больше узнать и ответы на вопросы. Быть может, я уже ответила на ваши вопросы, которые вы хотите задать. Первая часть, вторая часть, третья часть. И сегодня у нас с вами четвертая часть «Мир мертвых». У вас, то есть у нас на заставке Харон. Это тот самый паромщик, который переводит через реку Стикс, через реку смерти души, но переводит те души, которые нашли покой, которых похоронили, и они нашли покой. А очень многие ждут в своей очереди, их миллионы. Я к тому, что вокруг нас они могут находиться, и мы их можем видеть. У многих недовершенные дела, и поэтому они еще не ушли на покой, а для них нету ощущения времени, как у нас с вами, ощущения пространства. Именно поэтому дух, который умер, скажем, в другой стране, может появиться здесь, если, например, человек позовет или попросит о помощи, да, он может присниться, прийти. Для них нет ощущения времени и пространства, как у нас, людей. Они сквозь время и пространство существуют. Ну, у нас разные измерения. Вообще считается, что 6 измерений существует, но самые такие известные 3 измерения и прочее, и прочее. А теперь давайте приступим, наверное, к вопросам. Всем доброй ночи. И Мгм. если у кого-то еще есть вопросы по миру мертвых, или мистические истории, или истории с домовым, вы можете присылать мне на WhatsApp, и мы будем периодически снимать подобные эфиры для того, чтобы вы получили ответы на свои вопросы. Но желательно не ночью и желательно не в выходные. Да. Вот, начните другие дни. Просто выходные, когда мы говорим, они думают, что выходной у нас, знаешь, там, баян растянули и пошло. Мгм. Нет, выходной мы просто, как бы, выходной от СМС. А в остальном, как было, так и есть. Это точно так же загруженность и очень много работ. Просто выходной день мы используем для того, чтобы своими, ну, теми делами заниматься, которые неотложные, опять же, касаемо работы, собственно говоря.
И в Всё. Телеграм не нужно писать. Я Телеграм создала для того, чтобы смотреть всего лишь новости. Ну, сами понимаете, по какой теме. И там я не отвечаю. Поэтому... Да, и иногда там, скажем, чтобы длинные Да, видеоролики там могли видеоролики. принимать, потому что не получается. Вот по этой причине. Поэтому будьте добры, не загружайте нас. Мне уже в этом, блин, уже ВКонтакте ты закрыла, я СМС или есть они? Я закрыла же. Там Закрыта? только я могу Что-то вроде там писать. почему-то они пишут, доходит. Да? Угу. Потом покажете мне. Да, ну, послушайте, друзья мои, я хочу вам объяснить, что такие вот каналы там и так далее мы создаем, как вам сказать, это рабочие каналы, это представители нашего канала, да, нашей ведьминой избы, на самом деле. Это не для ответов и вопросов. Это больше, чтобы новостями делиться пока. Ну, точно так же, как группа. Показать новости для общения там зрителей между собой и так далее. То есть там нету активного общения, не будет. Это невозможно просто разорваться на все эти сайты, каналы. Мне когда пишут, а вот еще в Дзене создайте, еще Яндекс Круг какой-то. Слушайте, я должна сутками сидеть только в этих сайтах, отсюда туда бежать, с одного телефона на другой переходить. Вы понимаете? А когда мне вообще делом заниматься, я понять не могу. Все, давайте перейдем на вопросы. Так. Угу. У меня вопрос. Умерла мама, и она оставила денежные сбережения, но у меня никак не поднимается рука его потратить. Что вы можете посоветовать? Как быть? Смотря какие сбережения. Если это маленькие денежные сбережения, ну, то есть какие, смотря, может быть, несколько миллионов, тогда, если вы так, рука не поднимется, вы потратить, через лет 5 вы можете эти сбережения отнести в туалет. Потому что у нас инфляция каждый раз поднимается. Вы ничего хорошего своей маме не сделаете этим. Она оставила, чтобы вы потратили с пользой. Ну, хорошо, если это не такие огромные деньги, ну, купить что-нибудь, золотые вещи, да, это будет память о ней за ее деньги. Это как с того света она вам сделала подарок. Вот, и вот как оберег матери. То есть вы можете за эти деньги купить что-нибудь полезное такое, что останется память о ней. Но если это большие деньги, купите квартиру, купите машину. Используйте их, потому что, во-первых, потому что инфляция, она не щадит. И те деньги, которые 5 лет назад были и сейчас, это Да, совершенно разные деньги. Вы, ну, ничего хорошего своей матери этим не сделаете, что у вас не поднимается рука потратить. А если вы не хотите, чтобы они там по мелочи куда-то уходили, возьмите прям вот, советую вам, возьмите, купите вот, ну, не знаю, серебряные, золотые украшения. То есть то, что, ну, навечно и она останется. Всегда будет напоминать о том, что это куплено вашей, ну, деньгами вашей матери. То есть ее подарок после смерти вам. Вот. У меня был такой, не у меня, а вообще был такой случай, я, то есть, смотрела, когда в Чукоте в 2000 каком-то году, когда опять какая-то инфляция была, в общем, деньги начали падать, и у семьи начались какие-то проблемы, и бабушка с гордостью пошла, открыла сундук, оттуда вытащила времен Николая II деньги. И вот помахала, мол, вот такие миллионы мне я накопила, можете теперь все, что гуляем на широкую ногу. И когда ей объяснили, что эти деньги уже давно вообще закончились и не в моде, а это ей перешло от прабабушки, она, значит, это хранила и решила передать внукам. И она начала плакать, бить яко по голове, только одно утешение, что какой-то музей сказал, что их купит, и у себя, значит, какие-то деньги все-таки они заработают. Поэтому, чтобы не случилось так, чтобы потом вы гордо махали этими деньгами лет через 25, понимаете? Ничего такого здесь нет. Так, давайте. Если человек погиб насильственной смертью, еще и молодой, остались ребенок и муж, но официально сказано, что несчастный случай, он, наверное, от этого еще больше терзается. Как понять, что он обрел покой, а не страдает? Можно ему как-то помочь? На кладбище убирались, порвались перчатки, а приборы, тяпки, лопатки украли. Сорняки выдергивал почти голыми руками, то есть трогая могильную землю. Насколько это критично или просто нежелательно? 2 дня после этого болела, но просто для меня кладбище – это боль. Пока шла, плакала. Упала зажигалка на могилу, оставила там. Спасибо за совет. Женщина погибла, я так понимаю, если оставила мужа и сына, и ребенка. Это значит женщина?
Наверное, да, насильственной получается. смертью. Все те люди, которые умерли насильственной Ну, смертью, официально сказано несчастный случай. да, насильственной смертью, знаете, есть разные, то есть разный тип насильственной смерти в том числе. Ну, например, человек перебегал дорогу, не посмотрел, да, случайно, и вот на него наехали. В драке случайно ударили, человек умер. Есть преднамеренное убийство человека, а есть непреднамеренное. Тоже смерть, тоже насильственная смерть, но непреднамеренные. То есть случилось так, вот драка, там не поняли друг друга, не вышел убивать, а просто в драке так получилось, что человек погиб, умер. Тоже нужно каяться перед его душой. Но если человек не имел намерения идти убивать, эта душа его прощает, потому что ему на том свете виднее, хотел человек или нет. Более того, мы же не знаем, например, терзание человека, что человек об этом сожалеет, плохо себя, то есть он винит себя и так далее. Он не гордится этим, что вот так получилось и хорошо. Но есть моменты, когда это делается специально. Ну, мы недавно же свидетели этих всех страшных войн и конфликтов, и мы видели, что делали с людьми, и они считают, что это нормально, и дальше живут, и улыбаются, радуются. Матери звонят, да, говорят, что с твоим сыном случилось. Мгм. Понимаете, есть разные, есть мразь, который не имеет права жить после этого. А есть момент, когда человек не хотел, не желал, но так получилось. Тоже убил, это тоже убийство. Но не такое наглое, нахальное и с желанием причинить боль. Так вот, смотря как погиб этот человек, смотря как умер. Если действительно его убили, а просто сделали вид, что это все случайность или несчастный случай, значит, его душа не может найти покоя, пока не отомстит. Вы своими слезами и постоянными вот этими вот, как бы сказать, вы же разговариваете, вы же ходили, наверное, на суд и все прочее, ничего не получилось, вы там проклинали. Я не говорю, что вы должны простить и спокойно жить, но для души этого человека намного тяжелее ваши постоянные слезы и вот постоянные разговоры при ребенке, на его могиле, вот эти причитания. Вы должны для начала отпустить эту душу. И если вы хотите, чтобы эта душа сама разобралась с тем человеком, который это сделал, чаще всего, если человек намеренно убил, и если человек не раскаялся и не переживает о том, что сделал, в принципе, у палачей, то есть у убийц, да, через 6-7 лет начинаются очень страшные проблемы. Либо они накладывают на себя руки, либо они спиваются, либо они сами умирают. Но, по крайней мере, 6-7 лет для того, чтобы человек раскаялся, понял, помог семье и все прочее. Если он этого не делает, у него начинаются очень страшные проблемы. У него тоже жизнь не сахар. Многие, кто возвращается, например, из определенных мест, не буду называть, ну, те же американские солдаты, которые там творили страшные вещи, сколько из них повесились, сколько из них умерли, многих из них нету. То есть вот у них даже реабилитационный центр, и они говорят, что огромное количество из них не бывает, потому что там применяли страшные вещи, иногда под влиянием каких-то средств. Сами понимаете, что нормальный человек, мне кажется, нормальной психикой не будет живого человека, да, голову резать. Значит, у него что сдвиги, либо ему там... Но в любом случае это надо быть мразью, чтобы Некоторых вот с это детства, все... с 5 лет получается. Да, очень страшные моменты, которые мы просто не учитываем, а есть такие специальные лагеря для обучения просто убийц, заядлых нелюдей. А потом они сами этих нелюдей ликвидируют, чтобы концы в воду. Ну, потому что вы представьте, если кто-нибудь из них утечки информации, что есть такое место, где таких воспитывают. Представляете, само государство. А самому государству, вообще любому государству, нужны роботы-воины. То есть люди без чувств, исполнители, полностью исполнители. То есть сказал, пошел, сделал и ничего не почувствовал. Чем вот те, которые потом будут плакать, там на канале Ютуба что-то говорить, изливать, они им вообще не выгодны, не нужны. Четко, ясно сказали, идешь, делаешь, все. Прав, не прав. Дали приказ, и они же чаще всего так и говорят, приказ был, я ничего не знаю. Идите на могилу этой девушки, этой женщины молодой. Отнесите ей то, что она любила. Чаще всего фрукты, может быть,
какие-то сладости, и поговорите с ней. Поговорите с ней и скажите, что ты хочешь. Вот положите левую руку, значит, на могилу, держите. Вот левая рука – это прямая связь с нашим подсознанием, сердцем, чувствами и так далее. И поговорите с ней. И объясните, и скажите, что почему ты не находишь покоя, что ты хочешь сказать, что сделать для тебя, чтобы ты нашла покой. Она придет во сне и вам скажет. Это во-первых. Наверняка придет. И во-вторых, попросите ее отомстить. Она хочет справедливости, и вы этой справедливости не добились для нее. Вы не смогли наказать того, кто это сделал. Попросите ее самой это делать. Ну, например, тебе же там виднее, ты больше можешь, чем мы. Ты уже вне земной жизни, да, без тела. Тебе больше возможностей видеть, наказывать. Вот накажись сама. Она не бог, она не божество, чтобы прийти там. Но убиенным душам дается право мстить за себя, если они этого хотят. Я как-то рассказывала, по-моему, когда молодая девушка умерла, и мать отдала вещи соседям. И она пришла во сне и сказала: мама, почему ты карманы не проверила? Там же мои сережки. И она говорит: я спохватилась, пошла и сказала, что вот я готова свои бриллиантовые серьги из ушей снять, вам отдать. Только, пожалуйста, верните это ее сережки. Я вам вот свои отдаю. То есть она могла просто потребовать, и она захотела обменять, чтобы, ну, у людей там, может быть, у них там корысть, ну, да, проснулась, что вот серьги золотые, зачем отдавать. Она сказала: я свои отдам, верните, пожалуйста, эти серьги. И было видно, что они действительно нашли их в кармане. Они ее избили, они ее обозвали по-всякому, выгнали из дома. Она пришла домой, начала плакать, и, значит, я, говорит, была намерена пойти их убивать. До такой степени мне было обидно, что они вот так сделали. И от этого состояния она легла спать в плохом самочувствии. И дочь приходит к ней во сне и говорит: мам, ничего не делай, ничего не говори, я сама с ними разберусь. И через несколько дней у них дом сгорел. У них там вся скотина сгорела, они со страшными ожогами были, значит, перевезены. И весь дом, вот все имущество, все, что у них было, вместе с машиной, которая там взорвалась. Одним словом, она с ними разобралась сама. Есть сильные души, которые могут это сделать, понимаете? Это тоже зависит от рода, насколько разрешений есть. Вот, например, если род был чистый, достойный, то наши бабушки, дедушки могут прийти к нам на помощь. Если род был такой преступный, уже как бы хилый, уже состоял только от алкоголиков, еще каких-то существ, то навряд ли такой род может прийти и помочь. Это такой род вообще и звать не нужно, от него надо отсечь себя. То есть, если вы считаете, что действительно это произошло, что это реально было убийство, и она не может найти покой, и она вам все время это показывает, что ей плохо, значит, идите и попросите ее отомстить за себя. Это некая такая дверь, которую вы перед ней открываете. Иногда нам позволено, дано попросить, то есть дать волю вот этой мертвой душе. Она же ждет от вас этого мщения, да, она ждет, что вы будете по судам ходить. А вы идите и честно признайте, что вы все сделали, ничего не получается. Теперь время пришло тебе сделать. У нас не получается ничего. И она перестанет себя так вести. Она просто сама возьмет и отомстит им. И через полгода вы сами увидите, что с этими людьми станет. Те, которые откупились. Вот, собственно, и все. Давай дальше. Что там я? Если человек не крещеный, а его похоронили по христианским обычаям, я думаю, его это не помешает, но хотелось бы слышать мнение мастера. И если человек накануне смерти, наверное, чуял, хотя сказали, что смерти ничего не предвещало, сказал развеять его прах над морем, но его просьбу не выполнили, кому он сказал, по определенным причинам, а хранят дома. Я могу развеять прах или надо именно человеку, которого просили? Если человек, которого просили, не развеет прах, то в скором времени этого человека самого развеют куда-нибудь над океаном или морем. Потому что последняя воля усопшего всегда считалась священным. Неважно, кто это человек, родной человек, просто друг, родственники. Если они
просто намеренно, специально не выполняют вот сделанные, да, просьбу человека, значит, в скором времени они сами просто уйдут за ним. Он их может забрать. Потому что это не просто была просьба. Есть люди, которым перед смертью приходит сила смерти и говорит, что надо делать, когда их не станет. Много таких людей, которые говорили, вот я умру, сделайте то, это. Ему говорят, ты вообще в своем уме, там тебе 30 лет или 40 лет, тебе жить-то жить. Ну, я вам говорю, я сейчас не собираюсь умирать, но просто говорю, что э, можно ли, то есть просто объясняю вам, что если меня не станет, сделайте вот так. Откуда этот человек знает? Абсолютно здоровый человек, потом раз, и сердце остановилось ни с того ни с сего. К нему приходят подсознательно или во сне приходят и объясняют, что скоро его не станет, и чтобы он вот сделал вот так, или попросил сделать после себя вот какие-то следующие вещи, да, что-то отдал тому-то, это тому. И если его просьбу не выполняют, они оскорбляют не этого человека, ушедшего, а силу смерти. Значит, его душе нужно именно таким образом уйти в мир иной. Значит, только это может дать ему успокоение. Хотя после сожжения тела душа освобождается, так считается, потому что душа находится здесь, пока от тела что-нибудь осталось, кроме костей. Когда кремирует человека, душа сразу освобождается. Но его воля не выполнена. Он может вернуться за тем, чтобы проследить. Если бы он ничего не сказал, и это было бы желание человека оставить прах у себя, другой вопрос. Но если он попросил и сказал лично, а его не выполняют в наглую, это в наглую называется «не хочу и не буду делать». Значит, в скором времени этот человек сам направится за ним. Ждать недолго, это раз. Во-вторых, если он был не крещеный, а его хоронили по христианским, не совсем поняла, кремация вообще к христианским обычаям не относится. Может быть, отпевали, имейте в виду, но это к нему никакого отношения не имеет. Его душа уже ушла, понимаете? Мы в этом мире выбираем себе религию, направление, богов, какую-то философию духовную и так далее. В этом мире. А в том мире уже, как с нашим телом поступит, когда нас не будет, это на нас вообще никак не влияет. Ты, может быть, 1000 раз там, есть, например, у некоторых народов Закавказья такой обряд крещения мертвого. То есть, если мертвец умер не крещенным, его крестят перед тем, как похоронить. То есть, приглашают священника, ему надевают крест, в общем, его покрестили. Считается, что вот теперь он ушел как христианин. На самом деле это не так. Если он при жизни не считал нужным присоединять себя к этому эгрегору, после смерти ты его тело можешь хоть буддизм обратить, хоть там обрезание делать. Это никак вообще на него не влияет. Потому что он хозяин своего тела тогда, когда он живой человек. Причем люди принимают религию не телом же, а душой, правильно? С подсознанием, душой, мозгом. Хотят они вот там находят они успокоение. И религия не обязательно вот эти религии. Религия может быть и древняя. Вообще древнее оно верование. Когда мы перестали верить и больше стали религиозными людьми, вот тогда пришла наша погибель, собственно говоря. Так что после его смерти с его телом что там сделали, по-христиански похоронили или по-буддийски, вообще никакого отношения к этому человеку не имеет. Он при жизни каким был, такой и ушел. Все. И волю его пускай выполняют. И прям скажите этим людям, что если Вот, они если они не могут по определенным обстоятельствам, например, разные бывают, не то что специально, а вот просто не могут. Может ли она за ним Если пойти? попросят его, этого человека, ее, если попросят ее сделать вместо них, она может сделать, да. Но если они не хотят, она хочет тайком взять и развеять, Нет, конечно. может это сделать, конечно, выполнить его волю, но тот, кому было сказано, должен делать он. Не сделает, ему будет плохо. По определенным, какие могут? Может, у человека ноги отказали, не может ходить? Хорошо, Может быть, можете забрать. Может, болеет, он сидит там с больным человеком, он не может на море поехать специально для этого дела. Хорошо. Нет, попросит через кого-то развеять, это можно. А если он специально это не хочет делать, то значит в скором времени отправиться за ним следом. Это просто не первый раз. Я знаю ситуацию, когда бабушка, например, умирая, попросила, чтобы
дом завещали вот этому внуку, да, они посчитали между собой, там перегрызлись, дети сами разделили, продали и все такое. А бабушка сказала, чтобы отдали внуку от ушедшего сына. То есть она хотела ему что-нибудь оставить своего, потому что эти хорошо жили, нормально у них все было. А они этому внуку даже не сказали, поскольку они наследники первой очереди и, собственно говоря, имеют полное право юридически, они между собой продали и раздали. И тогда бабушка пришла во сне и сказала: вы не выполнили мою волю, я хотела сыну, единственному сыну своего ушедшего сына, значит, оставить наследство, а вы, как стервятники, без стыда и совести, вот, значит, между собой разделили. Ну вот раз уж разделили, теперь все эти деньги будете тратить на больницы, сказала их мать. И после этого у них были одни болезни, катастрофы, у одного сын разбился и все прочее. Вот такая мстительная душа. Вы не знаете, с кем имеете дело, понимаете? Может, она и при жизни была такой, и после смерти такой осталась. Лучше делать, как сказали. Так, давайте дальше. Если долго живешь за границей и не можешь ухаживать за могилками, но всегда помнишь о родных, как себя вести в этих случаях? Никак не привязывайте себя к могилам. Их там нету давно. Тем более, если они умерли много лет назад, они же давным-давно оттуда ушли. Ну, ухаживать, просто свой долг отдавать. Есть определенные дни, когда люди приходят поминать, тогда души их родных приходят. Для чего приходят? Оставляют вино, угощение, для чего там оставляют, например, ну, свечи зажигают. Да, они, это уважение, это память об этих ушедших, и эти ушедшие приходят к ним. Вот это как вам, может, грубо прозвучит, как в садике, когда приходят детей забирать, да, каждый своего ребенка зовет, и ребенок там все бросает, бежит радостный, потому что пришли за ним. А если ребенка не забирают, он сидит в углу, долго ждет, грустный, всех забрали, а и к нему не пришли. Вот примерно так происходит, если, например, есть могила родных, и к этим могилам не могут прийти люди. Не получается. Чтобы такого не случилось, возьмите, распечатайте фотографии родных и близких и поминайте их дома. Вот в эти определенные дни поминальные, неважно, религиозные они дни или такие просто, может, их день рождения какой-то, да, может, какая-то дата смерти даже, вот ушел человек вот этого времени, помянуть его. Собраться, сесть и помянуть. Почему люди, вот, скажем, у армян вот принято, когда в память о человеке накрывать стол, это называется гокегац. В переводе означает хлеб души. То есть мы едим, а через нас он получает вот это, вот эти блага. Души приходят, души родных и близких, если мы собираемся, чтобы их помнить, они приходят, неважно, в какой стране мы находимся. Много людей оставили свои семьи, оставили свои там могилы предков, убежали от тех мест, где их убивали, и некуда им деваться, и они никак не, у них нет никакого доступа дойти до могилы своих родных. И это очень страшная картина, эти заброшенные им кладбища. Вот почему не надо себя привязывать к этим кладбищам. Кремация – это самое... Вот человек пришел от природы, да, и ушел в природу, ушел в мироздание. То есть он везде, где хочешь, его помянуй. Что нужно делать? Поминайте этих людей в эти праздничные дни дома у себя. Возьмите их фотографии или просто поставьте свечи, я не знаю, угостите, позовите близких, садитесь, вспоминайте этого человека. Почему-то люди считают, что об ушедшем вообще говорить не нужно. Такое Вот ощущение, как будто его не задам, было. он будет вот в эту тему. Про эту? Да. Давай. Интересует вопрос поминок. Как правильно это делать? Например, когда снятся умершие родственники, и даже не один раз, моя свекровь покупает маленькие шоколадки или конфеты и раздает их мимо проходящим детям. Можно ли так делать и нужно ли? И вроде как после этого они сняться перестают. Как поминать усопшего в его мирской день рождения? То есть день, когда при жизни у него был день рождения. Его по-другому еще называют День ангела или ангельский день. Можно ли это делать и нужно ли? Если нужно, то как правильно? Надо ли в этот день идти на кладбище к его могиле? Аналогичный вопрос с днем смерти. Как правильно в этот день поминать усопшего?
раздавать конфеты, сладости и так далее, это нормально. Вы через людей отдаете его душе энергию, силу еды. Это первое. Можно раздавать, это нормально. Праздновать день рождения не обязательно, я бы сказала, даже не нужно. Я считаю, что ну вот, некоторые люди, значит, приглашают гостей по 300-400 человек, танцуют, поют, день рождения празднуют своего отца, который умер 20 лет назад. Я считаю, что это смешно. Что там праздновать, что-то, какие тосты надо пить? За здоровье, долгой жизни. Это смешно. Если вы хотите помянуть человека, если это ваш близкий человек, у него день рождения, а его нету. Понимаете, когда человек уходит из земной жизни, заканчиваются его дни рождения, все даты, свадьбы, там, юбилея, не знаю, все заканчивается, он отрывается от земной жизни. Он уже не местный, он не здешний, он не наш. Он ушел, он был здесь, как и мы, как в гостях, и он свою жизнь прожил и ушел. И поэтому день рождения его праздновать ушедшего человека нет смысла. День рождения это земные, это праздники живых людей. Дни рождения, какие-то даты, какие-то юбилеи. Это праздники живого человека, потому что он живет здесь, и он празднует те даты, которые связаны с живой жизнью. Когда он уходит, эти все даты заканчиваются, они уже ни к чему. Это все равно как, например, я не знаю, ему костюмы покупать, да, или думать, вот на следующий год ему надо будет ботинки купить. Он же ушел, его нет, его тело не существует, следовательно, не существует все, что было связано с его телесными праздниками. Но если вы хотите помянуть для себя, вот вам больно, вы помните, вы можете собраться со своими друзьями, просто помянуть, поговорить о нем, значит, пить о его, то есть в памяти о нем, да, выпивают, то есть как памятный тост и все прочее. Вот или вы одни можете поставить свечку, принести сладости, блины испечь. Кутю варить не надо. Кутя, она вообще варится по случаю именно похорон и 40 дней. Это очень опасная еда, между прочим. Просто так кутю дома варить нельзя. Если просто так человек варит кутю, ему вот так просто нравится, значит, в скором времени будет там покойник. Это опасная вещь, и даже варить его нужно определенное время, с какого-то там времени по какое-то и так далее, когда солнце село и прочее. Но, значит, я вам говорю, если это настолько родной человек, вы хотите помнить его дату рождения, просто для него поставьте эти сладости, помяните его. Если у вас там у него дети, внуки, садитесь, вспомните этого человека. Вот он родился в этот день, о нем поговорите. Но это не обязательно, это не нужно. Дату смерти точно так же. Не обязательно это все помянуть. Вы помянуть можете человека в любое время, когда вам хочется помянуть, или он приснился, пришел. Вот, но чтобы вот специально надо помянуть его день рождения, его смерть, это не обязательно. Он оторван, он ушел с этого мира. Ему с этого мира больше ничего не нужно, кроме вашей памяти, иногда и благодарности, что он был. Ничего не нужно, ни украшения ему не нужны, ни такие дорогие памятники из мрамора не нужны. Это все уже желание самого человека. Вот он хочет сделать такой дорогой памятник там, или когда вот разбились, да, башкирские авиалинии, самолеты, помнишь, 2 самолета из-за этого работника. Но он тоже не особо виноват, честно говоря. Нет, как он там называется, когда Калоев пошел, его убил. Они, Виталий Калоев. ну, самолетом передают как чего, куда. Да, да, они отвлеклись, и они только его поставили, он запутался. Это была его ошибка, роковая, страшная, но это было не намеренно, и он же не хотел этого. То есть, имею в виду, но как бы там ни было. То есть, вот многие родители построили церковь на могиле детей, кто-то построил мечеть. Это выражение боли. Когда человеку больно, он хочет, ну, хоть что-нибудь сделать для памяти, чтобы легче стало. Но от этого ни ребенку, ни кому-либо там на том свете не становится ни хуже, ни лучше. Понимаете? Вот о чем речь. Оставьте вот эти все даты. Это все земная жизнь. Им это вообще не надо. Хотите помянуть? Просто. Это гром. Фига себе. Угу. Такой долгий. Да, да. Надо сказать, чтобы он громыхал,
подальше от нашей хаты. Чур наш чур. А это серьезно, это очень серьезные вещи. И обычно она бьет туда, где больше энергии, силы чувствует. Поэтому Тьфу-тьфу-тьфу. да, мы же ночью говорим о мертвых, а ночью вообще нельзя говорить о мертвых. Это я так, мне можно. Как говорится, кому нельзя, да, а мне можно. А я тут сбоку припеку чуть-чуть. Так, следующее. Мгм. Моя тетя, родная мамина сестра, когда обходила мамину могилу, оступилась и повалилась на ее памятник. Прилично так зацепилась плечом об угол и сказала, что это плохая примета. Правда ли это и зачем обходят могилу 3 кругами, трогая каждый угол памятника перед приходом и после ухода с могилы? А тетя жива? Не написано. Наверное, жива. Это я тут пью, чтобы потом не сказали, что я алкашка. Это кофе. Пьют, понимаешь, хлещут и эфир ведут. Ты же знаешь, у нас очень много доброжелателей. Так вот, если она упала на памятник, это плохо. Значит, она в скором времени умрет. И чаще всего те люди, которые падают на памятник, у них начинают смертельные болезни. Это онкология, это гангрена, это все что угодно. Это то, что постепенно человека заберет на тот свет. Поэтому вашей тете обязательно нужно отчитаться. Пусть попробует, возьмет для начала отчитку. Как он называется? Сильная отчитка, я уже сама забыла, как она. Отчитка для всех, да. Да, сильная отчитка для всех. Это раз. Потом пусть принесет туда черный хлеб, водку. Ну, если что, напишите, я вам объясню, как сделать лучше. Хорошо? Потому что это обязательно нужно. Если она не будет делать, вы не можете за нее делать. Вы не имеете права на это. Не хочет человек, не уважает эти силы, не слышит, что говорят, ну, значит, это ее выбор. Это первое. Второе. Почему касаются 3 углов? Это некое такое, как вам сказать, делают круг защитный. То есть касается всех углов, себя защитили от мертвых. Понимаете, такой круг сделали вокруг, отдали эту энергию обратно, то, что взяли, и уходят. Очень часто, например, с собой несут платок. Выходя, сначала к могиле привязывают к оградке платок, заходят. Когда выходят, развязывают, относят, потом вытирают лицо и кидают на перекрестке. Ну, когда уходят уже с кладбища. На первом же перекрестке его кидают и говорят, что с собой брала, здесь оставила, и уходят, не глядя. Различные есть методы. Это некое такое приветствие и некий вот такой круг. То есть вот отсюда взяла вас эти силы и прицепились, если вот я круг делаю, я обратно отдаю и выхожу. Вот такой вот ритуаль. Ритуальная часть. Кстати, недавно вопрос у меня вышел, где вопросы клен. Да, 4 лист клена или какого? Клевер. Клевера, извиняюсь, 4 этих листа. Что означает и почему это изображают, почему на гербах есть клевер, да? 4-листный. На самом деле это христианский знак. Вера, надежда, любовь и мать их мудрость или София. Но некоторые потом как бы это переделали и начали говорить и вера, надежда, любовь и удача. На самом деле это христианский символ. Вера, надежда, любовь и мать их София. Они жили в Римской империи, и Веспасиан, узнав о том, что они, значит, не поклоняются богине Диане, приказал их растерзать, расчленить, и вот отрезанные по кускам тела вернул матери. И она их похоронила, через 3 дня умерла сама. И вот этот великий день растерзания веры, надежды и любови, вере было 12 лет, надежде 10, а любови 8 лет. И христиане празднуют как величайший, самый прекрасный день, который может быть. И я вообще не понимаю, если честно, такое ощущение, как будто, знаешь, вот сильного язычника, да, волевого язычника, который за удар отвечал ударом, который никогда свое не отдавал. Вот этого льва сделали шакаленком. То есть мы полюбили страдания. Я просто вот, когда изучаю боли, у меня просто волосы дыбом.
как человек, вот человечество живет без логики, считая, что это такая прекрасная религия, когда убивают, расчленили их, убили, по кускам отдали матери, и какие они счастливые, величайшее счастье умирать за Христа, твою мать. То есть человек настолько была потрясена, да, убийством своих детей, что через 3 дня она умерла. Не смогла пережить такое. Но я думаю, что это никто бы не смог пережить. И его вот секунду, вот представьте просто, да, праздновать этот день как светлый, замечательный праздник веры. Какой веры-то, мать вашу? Я сегодня как раз сниму про это, вот про эти все терзания, и почему вот Яхве это обожает. Это дает... Я уже об этом говорила, еще раз обновлю, да, тему эту. Ну, и скажу про определенную вот эту энергию боли, которая получает он. Вы хоть раз в жизни слышали, чтобы человек попал в беду и попросил этого самого Боженьку, и он помог? Вы такой знаете? Я не знаю. Я такое не слышала, это честное слово, правда. Но я знаю много случаев, когда человек попадал в беду и начитывал заговор и спасался. Вот девушка, которая там врачом работает, я не буду называть где, она опять написала Илоне, что, говорит, вы не представляете, в каких страшных ситуациях мы спаслись. Что, говорит, когда пришли, нам сказали, да вы что, вы живые, что ли? Вас, говорит, должны были изрешетить просто, вы трупы. Мы думали, что они смотрели, как попали под обстрел, да, под огонь. И они решили их потом забрать, просто захоронить, там, посмотреть, кто чей, отправить домой. И они, говорят, пришли, а мы сидим, ну, то есть мы живые возле машины сидим, и они говорят, да вы что, не трупы, что ли? Я говорю, спасибо большое, какие вы добрые. Да не, ребят, просто от такого огня невозможно живыми выйти. Говорят, они охренели. А я, говорю, нас прижала, и я начала читать заговоры, просто громко кричать. И причем эти ребята, которые с ней, тоже начали говорить, что там, дай нам, а что ты там читаешь-то? Все живые остаемся. Вот о чем речь. То есть, понимаете как? Мы отвернулись от богов, которые нас любили, которые нас учили, как исцеляться, как читать мысли, да, ну просто читать мироздание, природу. Мы были мудрее, сильнее, и пришли, добровольно положили свои головы на плаху и кайфуем. И говорим, ой, какой прекрасный вот праздник. Так вот, вот этот клевер, память о них, вера, надежда, любовь и мать их Софья. Рассерзанные, убитые, которые радостно празднуют. Не знаю, что там празднуют. Праздник у них. Ладно. А что, если сушеные трупы целуют, лобызают, то что-то мы удивляемся, что они празднуют смерть людей вообще. Счастье-то какое умереть, говорит, как самое величайшее счастье. А сами-то с такими пузами, блин, не спешат умирать. Они сидят на своих, как там, да? Дети мои, мы смотрим вокруг, и что мы видим? Богатство, роскошь. Что такое богатство? Это сатанизм. Это самое страшное зло, что есть на земле, сказал патриарх, сел на свой 600-й и помчался. Давай я, следующий вопрос. Пока не забыла, просто у меня в голове отложилось, думаю, ответить надо насчет клевера. Я под роликом Инги попросила ответить на вопрос, связанный с людьми, работающими в морге. Если можно, помимо этого еще 2 вопроса, связанных с основным, но касаемо непосредственно со мной. Не надо уже это дать людям. Другие защиты тоже действуют, но это особенные защиты. Давай дальше что-то. Просто за 25 лет работы в этой отрасли мне не дают покоя 2 случая. Первый. Это было лет 20 назад. Снится мне молодая девушка, лежащая в камере, где у нас находятся умершие. Но она живая, сильно замерзла и плачет. А за дверью стоит молодой человек и ее уговаривает потерпеть и тоже рыдает. Я подхожу к нему и спрашиваю, ты почему стоишь как теленок? И ее с камеры не выводишь, она же сейчас замерзнет. А он мне в ответ, я не могу туда зайти. Я открываю камеру, хватаю ее и кутаю в плед, вдруг откуда-то взявшийся. И ору своим коллегам, налейте ей чай горячий с малиной. А они ходят и так спокойно на все реагируют, как будто это в порядке вещей. И я проснулась. Летела на работу с уверенностью, что в камере живой человек. Знаете, мысль в голове, может у нее летаргия. Просто сон настолько реальный был. За мой уже большой стаж работы на тот момент для меня это было как пинок к действию спасти человека. Итог.
Прилетаю на работу, врываюсь в камеру, а там пусто, ни живых, ни мертвых. Очень большая просьба к Инге объяснить, для чего был этот сон. И второй случай, не связан со снами, а реальностью. Есть примета, нельзя при захоронении вещи свои покойнику отдавать. У меня случай на работе. Одеваю умершего, а в вещах один носок. Соответственно, подхожу к родственникам. Они ждали, стояли, люди приехали сами, а не ритуалка. Объясняю ситуацию. Дочь умершего снимает с себя носок и говорит: «Оденьте мой». Рядом стоит мужчина. Я так понимаю, друг ее покойного отца. И заставляет ее носок вернуть на свою ногу. Снимает свой носок, впихивает мне в руку, и взгляд бескомпромиссный. А у меня все то чувство вины. Нельзя ведь покойнику отдавать свою вещь. Я его не остановила. И вот за 25 лет работы именно эти два случая не дают мне покоя. Буду благодарна, если Инга даст ответ. Один человек поехал заказывать гроб своему другу, который погиб. И они забыли снять мерку. И когда они приехали, им нужно было еще 3 часа обратно ехать, целая история. И он сказал: да слушайте, он вот моего роста, вот можете с меня вот сделать, и все. Его, значит, примерили, и гроб, все нормально, похоронили покойного. Через 3 дня ему стало плохо. И буквально через 2 месяца он сгорел просто. У него ни с того ни с сего обнаружилась онкология, к которому он не был вообще расположен. Врачи сказали, как она взялась, как будто она прям захватила его организм. И он ушел следом за другом. Никогда нельзя, лучше пускай. Давайте про вещи покойных уже было на первом и втором. Да. Я это сама буду блокировать. Лаура вроде нормальный человек. Ты удалила просто? Или Да. закрыла ее? Что-то Удалила. Странно, что она такую ерунду пишет. А нет, я заблокировала, да. Ну, можно пока отпустить на время и Да. предупредить. Потому что обычно она нормальный человек, что-то она ерунду какую-то несла. Так вот, даже если вам говорят, вот не ваше дело, вы не решаете, вы говорите, у нас есть принцип работы. Никогда я не возьму вашу вещь и не надену на него. Все, этим все сказано. Нет и все, я имею право вам отказывать. Идите там к начальству, еще куда-нибудь. Не берите на себя этот груз. Это раз. Наверняка этот мужчина уже умер. Это даже бесспорно. И ну как умер не потому, что время там возраста, а потому что он так сделал. Скорее всего, он в ближайшие 3-4 года ушел за ним. Это первое. Далее. Значит, можно ли одевать вещи живых людей на мертвых? Нельзя. Поэтому в ритуальных услугах берут именно новые вещи, покупают и надевают. Нельзя. Или свои вещи, или новые. Чужие нельзя никак. Лучше голым хоронить. Никто там не открывать, не видит. Вот прям голым вот окутать его вот пледом или не знаю чем-нибудь и хоронить. Что касается того, что ей приснилось, что там человек живой, и она говорит, я живая, это значит, что, скорее всего, ну, в недавнем времени до этого сна, наверное, была молодая девушка. Может быть, насильственной смертью умерла. Девушка была, да, которая сказала, я живая. Или кто там был в камере, она сказала. Это сон был. Ну, сон. Девушка живая. Когда человек умирает внезапно, он не хочет осознавать, что он ушел. И он может прийти к родственникам, я об этом уже говорила, и говорить, я живой. Почему вы оплакиваете? Я же не умер. Что со мной происходит? Он не понял еще. Он теряется в пространстве. Понимаете, как вот вспомните себя. Вот у вас были обморочные состояния, когда вы ощущаете, как будто у вас прям вот вас как в бассейн опускают, да, в ушах звон, и вот вы постепенно отключаетесь. Вот все тускнеет, все как будто лампу там, значит, как там, потускнела лампа. В общем, вот перед глазами все темнеет, вы погружаетесь в какой-то мир, вы не можете обладать своим телом, вы пытаетесь проснуться, но вы падаете в обморок. У меня такое было несколько раз во время беременности. Нет, еще один раз было, когда в Арцахе это все началось, мне стало плохо, у меня был микроинсульт. Я это говорила.
Я упала, и я даже не поняла, что со мной произошло, потому что я проснулась от того, что я лежала возле кровати. От этих всех переживаний я потом еще и заболела. Ну, ладно, не будем об этом. То есть, вот когда человеку становится плохо, резко, он не контролирует ситуацию. Такое ощущение, как будто у него душу забрали. Понимаете, он выходит из себя, ему плохо становится. То есть его тело отключается, сознание еще понимает, что он где-то находится, но поскольку ты живой человек, падаешь в обморок, этот момент не такой прям сильный, как обычно перед смертью. Бывает иногда, что сидя за рулем, у вас такое ощущение, как будто едете назад. У вас прям кровь холодит от страха, от ужаса. Ощущение, что ты едешь назад. Некоторые говорят, ну если рядом машина едет, ощущение нет. Рядом нет машин, ничего нету, но такое чувство, вот ты сидишь за рулем, просто сидишь там, значит, на этом... Послушайте, о ритуалах, обо всем здесь не пишем. Хорошо, Лусиня, все. Это все мы пишем и говорим в другом месте, это другая тема. Вот вы сидите за рулем, и у вас ощущение, как будто вот вас обратно везет машина. И у вас ужас. Вы не понимаете, что происходит. Иногда бывает, что вы сидите, а такое чувство, как будто вот прям дыхания не хватает, как будто у вас душу вырвали. Потом вам резко становится обратно назад, легче становится. Вам говорят, вы знаете, вам плохо стало, вы посинели и так далее. То есть вы настолько быстро происходит, вы не понимаете, где вы, что происходит, почему мне плохо стало, что случилось. Точно так же внезапно умерший. Он не готов к смерти. Одно дело, когда человек умирает от болезни, лежит и знает, готовится. Он знает, что уйдет, как бы его ни утешали. Другое дело, когда он на войне, он знает, что он может умереть, и как бы ему ни говорили, он знает, что он может погибнуть. А третье, когда человек раз, и он отключился. Вот когда люди просыпаются после реанимации, например, попали в аварию, да, и что они рассказывают? Говорят, вы что-то помните? Нет, вот прям резко отключилась и ничего не помню. Ну, некоторые помнят туннели, полеты. Да, нет, это то, что они увидели потом. А именно вот как произошло, где случилось, что, ну, ты помнишь столкновение само? Он не помнит. Вот его откинул, да, удар, он откинулся. Мы в воздухе видим, что человек там летит, например, и падает на какой-то забор или на что-то такое. А он уже отключен. Это его тело упало, все. Он ничего не помнит. Он один просто хлопок, удар и все. Но может быть так, что потом он видит. Кома, например, кома это между жизнью и смертью. Вот вы должны разговаривать, уговорить человека вернуться. В реанимацию раньше не пускали, сейчас начали пускать. Когда начали пускать близкого человека к тому, кто в коме, значит, он возвращается. Врачи начали понимать, что возвращается человек, когда к нему кто-то приходит и говорит, что он нужен, что просит его вернуться назад. Потому что это между жизнью и смертью. Человек не хочет вернуться, я вам скажу. Я была между жизнью и смертью и не раз. И я знаю, что я не хочу возвращаться. Я просто вот... Один раз меня бабушка заставила уйти. Она прям вот рукой меня так махнула, чтобы я ушла. Второй раз было видение, когда сказали, тебе здесь рано. Человек не хочет возвращаться. Вообще ни при каких обстоятельствах. Там лучше. Там намного спокойнее. Тебе ничего не надо. Все земные проблемы заканчиваются. Твое тело не чувствует никакой боли. У тебя все замечательно. И если вы хотите, чтобы человек в коме вернулся, вы должны идти, разговаривать, просить его, объяснить, что он здесь нужен, чтобы он вернулся. Его душа между мирами. Это раз. Так вот, девушка, которая приснилась к этому, значит, это, скорее всего, там был покойник, покойница, да, молодая, которая внезапно умерла, и она не хотела уйти. И поэтому она там блуждает, и, естественно, снится тем людям, которые там работают. Даже если не в ее смену это было, она была, эта девушка, наверняка. Она говорит, я не хочу уйти. Она не понимает, что она умерла. И долгое время потребуется, чтобы ее душа успокоилась и ушла в мир иной. Но вот понимаете, как вам объяснить? Вот вы сидите, вот вы видите своих друзей, родителей, да, они там сидят в черном, скорбят. И вы говорите, да что происходит? Вы что, меня не слышите? Вы не видите, что со мной? Почему там, значит, почему меня не слышите? Я же здесь стою, вы что плачете по мне? Почему моя фотография здесь? Я же живой.
То есть он еще не осознал, что он ушел. По-разному души попадают в мир иной, понимаете? Некоторые попадают сразу в эти измерения, а некоторые застревают здесь. Вот как мы с вами живем, так и живут с нами рядом. Ходят, на работу идут, обратно возвращаются, их не видят. Они не могут понять, почему их не видят, что происходит. Не перешли они в то измерение. Либо их не забрали еще рано, либо так случилось, что они заблудились. То есть, и поэтому такие мертвые часто снятся и говорят: я живая, меня похоронили живьем. Что-то в этом роде. Я знаю такие случаи, когда мать ночью устала, собрала народ с криком, там, с истерикой. Мою дочку похоронили живем. Пошли, открыли, а действительно у нее в гробу все поцарапано, она перевернулась и умерла. Она была живая. Уже некуда. Вот. Значит, просто в селениях, да, в Грузии долгое время вообще не разрешали вскрывать мертвых. Я всех приветствую, но, пожалуйста, напишите на русском языке, это русский форум. Иначе люди подумают, что вы пишете какую-нибудь нехорошую вещь. Отдельно под роликом можете писать, на каком языке хотите, я все прочитаю. Так, давай, слушаем, Яна. Ты их на всякий удаляй, не сразу блокируй. Потому что они не все знают еще. У нас же новых народу много. Меня зовут Эльвира, и вопрос на эту тему немного тревожащий меня вот какой. Однажды в прекрасный день мне исполнилось 40 лет. На тот момент 2 месяца, как я начала проводить ритуалы ведьмы Инги. И была жутко катастрофическая ситуация безденежья. Так вот, снится мне моя бабушка по отцу, будто в доме родителей моих, и она такая радостная сидит на диване и говорит: ну все, теперь я ухожу. А как же я, отвечаю ей. А дальше ты сама. И протягивает мне деньги в день рождения мой. Я их беру, она говорит: пересчитай. Считаю, и там 5000 рублей по 1000. Дорогая Инга, следующим утром у меня была первая сделка после затяжного периода. Я работаю с недвижимостью. Затем вторая, и пошло-поехало. Я стала зарабатывать деньги. И на сделке, когда мне люди передавали деньги, я сказала: 5000 из них – это от моей бабушки. Мы еще посмеялись тогда. Меня смущает все же действие. Это получение 5000 из рук умершей бабушки. Какой это знак? Послушайте меня, не надо бояться всего, что связано с мертвыми. Близкие люди, которые любили нас при жизни, и после смерти нам не причиняют боли. Теперь, вы начали делать ритуалы, потом вам приснилась бабушка, правильно я понимаю? Которая сказала: ну все, я тебе помогла, на тебе деньги, теперь я ухожу. Что это означает? Иногда души наших ушедших родных и близких могут помочь нам выйти из ситуации. Если ваша бабушка с того света увидела, поняла, что здесь можно помочь вам, то есть что здесь есть работы, которые вот помогают людям, она вас привела на этот канал. А такое бывает. Иногда во сне люди говорят, вот прям имя называют, а человек начинает искать в Ютубе и находит канал. Много таких случаев. Они же видят нас там. Ваша бабушка, увидев ваше безысходное состояние, поняла, что вот если она придет сюда и будет делать, как все эти люди, значит, у нее поменяется. Она вас привела на эти работы, ритуалы, вы начали их делать. И когда у вас уже начало получаться, то есть вы наладили связь с этими духами удачи, она сказала: ну все, теперь я ухожу, и деньги притянула. То есть она вам показала, что все то, что вам, значит, пришло, этот человек просто пишет, что именно там ей помогло. Да, все нормально. И она просто сказала, притянула вам деньги, что вот через нее вы пришли, увидели, и это ваше безденежье закончилось. И она вам просто показала 5 во сне или пентакль во сне. Это символ денег. Она вам удачу отдала, передала и ушла. Ничего плохого здесь нет. Если вы знаете мертвого человека, который, или вам не знакомый, нет, может быть, понимаете, что он мертвый, там, не знаю, с могилы восстал, или вы знаете этого человека, но он вам никто, и он вам притягивает, например, яблоко, вы берете и едите, или приглашает за стол, это не есть хороший сон. В этом случае да, но если эта бабушка при жизни к вам хорошо относилась, она вам передала удачу, она сказала: вот теперь, то есть денежную силу вам передала, и сказала: все, вот это от меня.
и у вас пошло. Вы всегда обращайте внимание на то, что происходит после того, как эти люди вам снятся. Если начинает что-то страшное, да, если начинается что-то страшное, ужасное, то, ну, значит, это как только она снится, что-то нехорошее происходит, она вас предупреждает, опять же, она не приходит, чтобы вам зло причинить. А если наоборот, после того, как снится этот человек, начинается хорошее событие, то бояться нечего. Что еще у нас там? Не обязательно каждый сон, связанный с мертвым миром, с мертвыми родными, что-то жуткое, страшное, ужасное. Нет. Они просто видят и приходят на помощь в трудную минуту. Все, больше тут ничего такого нет. Что там еще? Угу. Несколько лет назад в моей семье произошел страшный случай. Отчим покончил жизнь самоубийством. Дело в том, что мы узнали о его недопустимых поступках в отношении других домочадцев. Началось выяснение этой ситуации. Мы попросили его покинуть наш дом и уйти, на что он тут же совершил суицид. Домочадцам, с которыми это произошло, он ранее говорил, что если вскроется правда, он убьет себя. Так и произошло. В эту же ночь он приснился мне во сне, в котором я плакала и боялась, что он убьет себя. Его злой ответ я помню до сих пор. «Вы же так хотели, чтобы я ушел?» После этого он буквально мучил меня в страшных снах, я боялась ложиться спать. Мне посоветовали перед сном говорить какие-то слова, я не помню уже. Эти сны стали редкими, а он не агрессивный в них. Уважаемая Инга, очень бы хотелось услышать ваше мнение. Это плохой знак, когда после смерти вот так снятся? И нужно ли поминать таких и ходить к ним на кладбище после всего сделанного ими зла при жизни? Нет, не нужно. Никогда не руководствуйтесь этим психологией, понимаете, овец. О том, что вот, чтобы не сделали, надо прощать. Нет. От того, как мы относимся к ушедшему человеку, там определяют, куда уйдет душа. Это первое. Во-вторых, ваш отчим применил насилие. И сделал это к своему несовершеннолетнему, то есть несовершеннолетней падчерице. Так? Если ваш отчим оставил после себя ребенка своего, значит, через некоторое время у этого ребенка повторится в роду самоубийство. Самоубийство – это проклятие рода. И запуская такой механизм, через некоторое время кто-то еще кончает собой. И так до бесконечности, пока это не остановить и не отчитать. Это раз. Во-вторых, этот человек при жизни был злой и нелюдь. И он совершенно не хотел покончить с собой. Он хотел вас напугать. Но случайно умер. Просто такие люди, они очень эгоистичны и очень любят жизнь. Они никогда в жизни себе не навредят ради чего-либо, понимаете? Так, я уже устала читать ваши сны бредовые. Хватит. Я не сказала, чтобы вы здесь мне, значит, писали вот эту всю бредятину. Достала. Аленький цветочек, блин, масло масляное, аленький цветочек. Вообще, чем люди руководствуются, делая себе такие ники? Ой, это еще фигня. Там есть Ишак, Ишакович, Ишаков. Там такие есть, что охренеть можно. Так вот, поминать его не нужно. Но попробуйте провести отчитку, попробуйте провести чистку. Что еще есть? С ним контактировать не надо, ничего говорить не нужно, никакие эти... Можно контактировать, имея в виду, что оставить угощение или что-либо хорошему человеку, который ушел и снится. А такому человеку, как ваш отчим, он сам уберется, уйдет. Он просто вампир был при жизни и вампирил вас после смерти. Я хочу сказать, что... Я не знаю, куда смотрела ваша мама, но ваша мама прекрасно понимала и знала, что он творит. И пусть она не ищет оправдания, женщины это всегда чувствуют и всегда понимают. Просто ей это было удобно и выгодно. И ваша мать точно такая же преступница, как этот отчим. Что, видя, как терзают твоих детей и не разводиться с ним, это надо быть либо абсолютно безмозглым, бесхребетным бараном, который зависит от 20 сантиметров и считает, что это самое главное на этой земле, ради этого можно все перетерпеть. Либо нелюдь, абсолютный фашист, который просто все равно на своих детей. Ашхен, вам сделали уже замечание, пишем на русском языке. Поздно.
Вроде Всё. нормальные как бы люди и знают уже мой канал, и много раз сталкивались. Зачем вы одно и то же заставляете мне говорить? Все. Да. Можно задать Инге такой вопрос. Были с дочерью на могиле моей бабушки. Всем зажгли свечи, но почему-то у бабушки от свечи сгорели все искусственные цветы. Свечи ставили безопасно, у других ничего не случилось. Это что-то значит? Мучаюсь уже этим целый месяц. Это значит, что надо так ставить свечи, чтобы искусственные цветы были подальше. Вот что это значит. Это все, что значит. Не надо каждую ерунду связывать с какими-то потусторонними силами, проклятиями, еще чем-нибудь еще. Вообще эти искусственные цветы там на кладбище, я вообще не понимаю их смысл, если честно. Вообще не понимаю. Для чего? Для красоты? Какая там красота? Они там бледнеют, становятся как и... Я вообще не понимаю. Это мусор. Это лишний мусор на кладбище. Либо вы живые цветы сажаете и носите, либо не делайте ничего. Потому что искусственные, я вообще не понимаю, для чего оно нужно. Вот эти пластмассовые, вот они Ну, чтобы стоят подольше годами. стоялись. Так они некрасивые, они ни к чему. Они мешают, они просто мусорят могилы. Ни о чем они, понимаете? Это, ну вот, мне кажется, это бескусица. Вот я, например, когда вижу там искусственные, или на кухне там искусственные фрукты стоят, искусственные, понимаете, это все неправильно, это притягивает бедность, это притягивает, ну как или в этих пластмассовых тарелках едят, да, тоже. Это притягивает бедность и нищету, и безденежье. Не нужно. Давай посмотрим дальше. Год назад умер мой друг, который очень любил меня. В день смерти он приходил во сне. На похоронах я не была, так как мне было очень тяжело. После аварии он остался инвалидом первой группы, год из них был в коме. Все это время у меня непреодолимое желание сходить на кладбище, а когда я у него прошу помощи, он мне снится и действительно помогает в различных ситуациях. Это его душа меня оберегает и приходит во сне. На кладбище, когда планирую сходить к нему, что-то останавливает, планы меняются или погода. Это совпадение? Вы знаете, не обязательно ходить на кладбище, чтобы помянуть человека или чтобы уважать его. Значит, он не хочет, чтобы вы его помнили как умершего. Он хочет в вашей памяти остаться живым. Не пускает вас на свое кладбище, значит, не хочет вас видеть там, на кладбище. Он хочет в вашей памяти остаться вечно живым. Потому что если ты не видишь похороны человека, если ты не видишь кладбище, для тебя он как живой. То есть ты не чувствуешь, что его нет. Вот я, например, сейчас думаю, если бы я съездила в дом моего детства, да, в Грузию, я думаю, что у меня такое было ощущение, как будто сейчас бабушка придет и откроет калитку. Я ее не видела мертвой, и она для меня, ну вот, до моего сознания не доходит, что она умерла. Кстати, у меня в последнее время видение, что, наверное, моей той бабушки тоже скоро не станет. Ну вот есть такое дело. Ну, она уже старый человек, но это приходит уже, что ее время настало. Ладно, не будем об этом. Так вот, не ходите на кладбище. Если вам все время что-то мешает идти на кладбище, не ходите туда. Он сам не хочет, чтобы вы туда шли. Это первое. И второй момент. Какой вопрос? Его ли душа помогает? Естественно, если он приходит во сне, если вы его просите, значит, его душа помогает. Вы можете его помянуть и дома. Вы можете просить его о чем-то и дома. Если он вас очень сильно любил, и вы еще его не можете отпускать, а скорее всего так и есть, да, вы слезами его держите в этом мире, то его душа рядом с вами, и он помогает. Но лучше не быть эгоистом. Лучше его все-таки отпустить. Ему тяжело. Он пока еще может находиться здесь первые годы и набирать какую-то энергию, но потом ему будет очень мучительно тяжело, и поэтому своими слезами вы его останавливаете. Ничего уже не изменишь. Вы к нему когда-нибудь пойдете, а он уже обратно не вернется. Поэтому бесполезно оплакивать. Помнить, вот и все. Давай еще один вопрос, и на этом все, наверное. Потому что уже достаточно давно у нас и эфир. На втором месяце беременности мамы мною старший брат умер в 5-летнем возрасте 5 апреля. Я появилась 5 ноября. Правда ли, что кармическая задача первого ребенка накладывается на следующего ребенка? Давайте с этими кармическими. Мне уже тошнит Так от и этого знала. слова, честное слово. Кармическое, заколебали все. Карма или карающая матерь – это есть богиня Фемида, правосудие, мироздание.
Карма – это наказание, а не какие-то узлы, которые связаны и перевязаны. Карма – это наказание. Понимаете? Когда говорят «карма настигла», это значит «карающая матерь настигла». Я сказала, что карающая матерь, все спохватились сразу, начали повторять. Все же знали до меня, конечно, где, кто я такая. Все знали, все такие ведьмы великие, там 4 года практикуют, всего лишь всего боятся. Но вот очень хотелось бы быть ведьмами. Это первое. Во-вторых, у каждого человека своя задача. Неважно, когда вы родились, после смерти там брата, отца, деда, вообще никакого. У вас своя жизнь, у него своя жизнь. Никому вы не должны ничего продолжать, понимаете? Вы продолжитель своего рода. Он прожил свою жизнь, не ушел. На этом все. Даже близнецы, которые в утробе матери вдвоем, и один погибает, другой рождается, никто никому ничего не должен. Но определенную силу умершего ребенка, с которым ты был в утробе матери, передается тебе жизненная сила. Ты проживаешь за него тоже. Такое есть, но это не связано с кармой. Раз и навсегда поймите, карма – это наказание. Это не какое-то там предначертание, предназначение. Это наказание. Когда говорят, у вас кармическая связь, вам надо делать какой-то там... То есть это связь наказания, то есть наказали тебя связью с этим человеком. Так получается. Они даже не знают до конца, что они несут. Узлы какие-то связывают, перевязывают, навязывают, развязывают, нахрен. Забудьте об этом. У вас своя судьба, у него своя судьба. Это раз. Во-вторых, карма всего-навсего, карающая матерь, это два. У греков это Фемида, у других народностей по-другому называется. Это сила правосудия, вселенского правосудия, которое настигает каждого. Да? Карма настигла. Правосудие. Вот и все. Ничью карму мы никуда не тащим, не приносим, начинается. Да. Для чего сюда суются? Добрый вечер, чтобы все побежали, увидели, как канал называется. Про это уже снято. Еще раз, наверное, сниму. Уже устала я, ей-богу, это говорить. На этом все. На этой прекрасной ноте закончим сегодняшнюю беседу. Еще раз говорю, вопросы ваши отправляйте Яне, но не сегодня и не сейчас. Уже сейчас начали отправлять, какой сон что обозначает. Всем добрый вечер, кто только пришел. Не сейчас, а не выходной день, во-первых, и, во-вторых, не ночью, потому что у нас есть свои дела. Вот мне сейчас, например, нужно идти отвечать на вопросы. Я еще не до конца ответила, мне еще пару вопросов, то есть, остались консультации, имею в виду. Кто опоздал, ничего страшного, включите, потом все посмотрите. Еще раз говорю, мир мертвых, часть 1, 2, 3, сейчас 4. Открывайте, послушайте, потому что, скорее всего, вот те вопросы, которые у вас возникают, может быть, я уже ответила на эти вопросы. Это следующий. Потом все о мире мертвых, все о загробном мире, да, загробная жизнь. Что еще у нас? Все о душе. Очень много лекций, которые просто помогут вам вот пополнить вот ваш вот этот вот багаж знаний. То есть нужно это смотреть. Прежде чем мне вопросы задавать по этой теме, посмотрите, может, я уже ответила на эти вопросы. Все, всем удачи, всех благ, и на этом закончим, да? Сегодняшний наш эфир. И в скором времени еще проведем эфиры. Просто сегодня уставшая, но все равно провела. Как будет время, будем с вами проводить эфиры, отвечать на вопросы. Всем удачи!